Всем привет! Канал «Математические эксперименты». Давно хотел поговорить про распределение простых чисел, про то, как можно изучать это распределение и какая там есть связь с случайными процессами. Ну и, конечно, с гипотезой Римана. Итак, как можно изучать простые числа? Например, можно изучать сумму степеней простых чисел. Например, сумму первых степеней. Это, например, когда вы числу p сопоставляете сумму всех простых чисел от 1 до p включительно. Можно изучать сумму первых степеней, или, например, обратных степеней, или, например, нулевых степеней. Когда вы изучаете сумму нулевых степеней по простым числам, вы, попросту говоря, изучаете количество простых чисел меньше, чем x. Ну, давайте с этого начнем. Принято начинать именно с этой функции π, количество простых чисел меньше либо равно x. И мы тоже с вами это проделаем. Хотя эта функция получается довольно сложной для экспериментального изучения. Вот здесь я сам руками вычислил функцию π. Но на самом деле эта функция, конечно же, есть в программе математика. Называется prime_p. И удивительно, что она вычисляется и для довольно больших значений x. Давайте нарисуем график этой функции для x от 0 до 70. Вот, например. Для 60 мы имеем сколько? 17 простых чисел меньше либо равно 60. Здесь я хотел показать, что то, что умею вычислять я, с помощью accumulate primes в степени 0, дает то же самое, что и функция prime_p. С чего начать изучение функции prime_p? Давайте для начала изучим, как меняется доля простых чисел среди всех чисел меньше либо равно x. Prime_p от x разделить на x. Тут мы видим, что это убывающая функция, и в районе миллиона она равняется 0,08. То есть 8% чисел среди первого миллиона натуральных чисел простые. Дальше эта штука падает. И чтобы лучше увидеть, как она падает, давайте нарисуем этот график в логарифмической оси. Здесь я просто взял перемену lx от 2 до 20 и подставил внутрь функцию f экспоненту lx. Чем дальше, тем ближе эта функция к нулю. И в районе e в степени 30 доля простых чисел уже меньше, чем 5%. Дальше можно подобрать формулу для этого убывания. Эта формула единица разделить на логарифм x. Это можно просто методом тыка обнаружить. Несложная часть. Вот здесь я рассматриваю π разделить на x разделить на логарифм x. И вижу, что постепенно этот график приближается к единице. Хорошо. Это первая наша теорема. Точнее, первый обнаруженный экспериментальный факт. Давайте рассмотрим разницу π минус x разделить на логарифм x. И здесь в знаменателе добавим еще один параметр а. Давайте посмотрим, что можно увидеть. Здесь можно увидеть, что меняя параметр а, значение этой разницы можно уменьшить. Вот при маленьких значениях а эта разница достигает 3000 и больше. А когда мы увеличиваем параметр а, постепенно мы начинаем видеть интересное. Видно, что для а 1.08 эту разницу можно свести практически к нулю. Ну, не к нулю, конечно, а к числам порядка 60-20 на промежутке x меньше либо равно миллион. Но давайте запомним это значение в качестве начального значения для параметра а и увеличим
наш диапазон x. О, и что мы видим? Мы видим, что хорошее поведение, которое мы видели для малых значений x, сильно портится для этого параметра. Если мы хотим получить что-то хорошее на больших x, надо, чтобы этот параметр был поменьше. Например, столько. Не успевает рисоваться. Если мы оставим параметр 1,06, то при дальнейшем увеличении x мы опять увидим этот загиб, и функция опять пойдет вниз в отрицательное значение. Оптимальный параметр, видимо, где-то в районе 1,05 или даже еще меньше. Тогда функция получается стабильно растущая, но ничего страшного. Давайте для этой стабильно растущей функции подберем закон. Итак, идея. У prime_p есть главная компонента x разделить на логарифм x минус a. И нам нужно подобрать для этого остатка, или как бы для невязки функции p и текущей аппроксимации, закон. Естественно, предположить, что это закон степенной, x в степени c. И здесь я уже ползунки подвигал и подобрал какие-то значения множителя и степени c. b отвечает просто за множитель перед степенным законом, а c это как раз степень. Когда c равен 0,5, мы получаем корень, но здесь вот нужно что-то поболее, чем корень. Ну, предположим, что это что-то такое. Здесь я уже беру разницу функции π и главной компоненты, и второй компоненты, которую мы только что подобрали. От значения b и c с предыдущего подбора. И что мы здесь видим? Мы здесь видим очень важную штуку. Шум. Шум, который радует мой глаз. Он растет, и его нужно разделить, так, чтобы он не рос. Например, на корень из x. Вот. Теперь он уже не растет. Его амплитуда даже чуть-чуть уменьшается с увеличением x. Это мы в будущем пофиксим. Ну, предположим, что мы подобрали вот такой вот закон. И он нам нравится. Запишем его. π минус главная компонента минус вторая компонента. Ну, тут константа не так важна. Разделить на корень из x – это есть шум. И если мы из этой формулы выразим π, то вот что мы получим. π равен главная компонента, вторая компонента и корень из n умножить на шум. То, что можно получить в первые 10 минут изучения функции π. Это неправильный ответ. Правильный ответ сложно получать, двигая ползунки. Тут надо еще думать. Думать и использовать другой метод. А именно, метод фитинга. Предполагаем, что наша зависимость имеет такой вид. И здесь я явно выписал шум. И позволил ему быть смещенным на сколько-то на b. Добавил константу e. Вот наши константы c и d для второй компоненты. И константа a для первой компоненты. Дальше я беру и выражаю шум через π и все остальное. И определяю функцию noise, которая зависит от prime_p. Дальше я хочу минимизировать этот шум. Подобрать такие параметры a, b, c, d, e, чтобы шум был как можно меньше. Здесь я использую функцию QRange, которая генерирует список натуральных чисел, расположенных примерно по геометрической прогрессии до первого аргумента. Количество этих чисел определяется вторым аргументом.
Вот здесь у меня задано определение функции QRange. Итак, начинаю минимизировать среднее значение квадрата шума в точках, расположенных примерно в геометрической прогрессии от 10 до 500 миллиардов 10. Прошу функцию nMinimize использовать метод отжига. И вот какой ответ он мне дает. Параметр А 1,02. У нас был 1,05, помните, да? И степень для второй компоненты он выбрал вот такую, 0,78. Давайте определим функцию primePmy согласно вот этому приближению, которое здесь получилось с этими параметрами. И нарисуем невязку между функцией primePmy и истинной функцией primeP. Разделим на корень из x, потому что, как мы знаем, эта разница растет с увеличением x. Да, и здесь мы видим, что при делении на корень из x вот этот вот шум уменьшается. На самом деле нужно умножить на логарифм, чтобы этот шум не уменьшался по амплитуде. Да, и здесь я, видите, специально выбрал в качестве конечного числа 5 триллионов. То есть я подбирал оптимум для 500 миллиардов. И для 500 миллиардов я получаю вот такое вот. А когда я смотрю, что там происходит справа, смотрю, как выглядит экстраполяция того, что я подобрал, я вижу, что там справа становится все хуже и хуже. Ну, там дальше даже не видно, насколько все плохо становится дальше. Итак, что я делаю? Первое, что я делаю, это исправляю. У меня шум растет не как корень из n, а как корень из n разделить на логарифм n. Выбираю такое выражение. Смотрю, как выглядит noise. Делаю в соответствии с этим выражением определение noise. Noise у меня зависит от primeP и параметров A, B, C, D, E. И опять повторяю всю процедуру. Опять прошу использовать метод отжига. А там есть и другие интересные методы. Например, Nelder-Mid рекомендую. И это тоже неплохой метод. Differential Evolution. Ответ, который нашел, вот такой вот. Очень похож. Опять 1,029. И опять d близко к 0,8. Определяю снова мою функцию primeP. И смотрю на разницу. Сначала интерполяция до 500 миллиардов. А потом я посмотрю на экстраполяцию. Ну, ситуация на самом деле та же самая. Не так сильно все изменилось. По сути дела, тот же самый ответ мы имеем здесь. Потому что ничего нового мы не сделали. Просто исправили ошибку с амплитудой шума. Вот другой подход. Давайте предположим, что к главной компоненте надо добавлять не n в степени d, а вот такую вот штуку. n разделить на какие-то более высокие степени логарифма. Ну, а шум по-прежнему корень из n разделить на логарифм n. Это вроде бы правильная оценка амплитуды шума. Поехали. Мы получаем выражение. И здесь я его уже сюда переписал, заменив π на primeP. Окей. Опять минимизируем шум. В этот раз у меня ошибка уже 0,049, а там выше было 0,07. То есть ошибка уменьшилась. Это и есть критерий, что новая формула параметрическая от А, B3, B4, B5, она лучше, чем предыдущая. Уменьшилась средняя ошибка. Определяем функцию primePmy и рисуем. Рисуем значение шума. primePmy минус primeP. Вот это то, что мне нравится.
Смотрите, как хорошо все выглядит. Уже нету этой синусоиды, на которую нанизывается шум. И здесь вот вверх идет не так сильно, как раньше. Здесь я могу уже себя успокаивать и говорить, ну, просто я взял какое-то конечное количество степеней логарифма, а можно было бы взять следующее слагаемое. И тогда вот этого загиба не было бы. Самое главное, что здесь нету вот этой вот синусоиды, этих волн дополнительных. Дальше. Я понимаю, что я занимаюсь какой-то глупостью. Вот эта первая компонента, если ее разложить по степеням единицы на логарифм n, то получится вот что. Ну, то есть, в некотором смысле проще подбирать просто вот такие вот штуки. Не пытаться первое слагаемое сделать каким-то особенным. Давайте я поясню. Вместо вот этого, вместо первого слагаемого, которое, конечно, сильно хорошеет после того, как в него добавляешь минуса, можно взять вот такую вот функцию, вынести n на логарифм n за скобки и просто дописать все степени единицы на логарифм n. И опять добавляем шум. Смотрим, как выражается noise. И вот это выражение сюда записываем красиво. Повторяем все то же самое. И на самом деле ничего нового не получаем, потому что мы просто переписали нашу идею как-то более просто и однообразно в виде степеней единица на логарифм n. Вот чему равняется наше новое приближение. И давайте посмотрим опять на то, как выглядит шум. Добавим нолик, чтобы посмотреть на экстраполяцию до 5 триллионов. Да. Здесь, видите, совсем немножко идет подъем вверх, и скорее всего из-за того, что коэффициенты подобраны не идеально, и можно сюда добавлять еще следующие степени. Возникает естественный вопрос. А что это за функция здесь спрятана в скобочках? Ответ такой. Вот все это выражение на самом деле стремится, если продолжать этот процесс подбора, к log-integral функции. Что такое log-integral? Это функция, которая равняется логарифму, интегралу от единицы разделить на логарифм. Точнее, она равняется, значит, интегралу от 0 до y, функция log-integral y. Но только надо разобраться с делением на 0 в точке x равно 1. Для этого мы вычитаем из этой функции этот полюс, чтобы его не было. Ну, а потом из ответа надо вычитать логарифм, который нам прилетел из этого вычитания. Такое интегрирование функции с полюсом посерединке называется principal value интеграла. И здесь мы как будто бы просто окружили нашу проблемную точку x равно 1 небольшим интервальчиком и выкинули его из интегрирования. Так. Log-integral очень необычная функция. Смотрите, когда я математику прошу разложить эту функцию по степеням x, она говорит, что он равен x разделить на логарифм степени 9, а тут дальше многочлен 9 степени от логарифм x. То есть на самом деле, если это вот умножение проделать, сделать normal и дальше expand, то мы увидим, что log-integral как раз в качестве главной компоненты содержит x на логарифм x, а дальше вот эти вот слагаемые, где, значит, в знаменателе у логарифма растет степень. Прекрасно. И, кстати, видно, чему равны коэффициенты. 1, 2, 6, 24, 120, 720. Это n факториал. И это пугающая, конечно, зависимость. Ясно, что если мы возьмем много слагаемых, то в какой-то момент следующие слагаемые будут все больше, больше и больше, и по модулю превзойдут единицу. Это тот самый случай, когда снова нужно не до конца раскладывать этот ряд, потому что
он расходится, если взять бесконечное количество его членов. Вот здесь я еще раз показываю этот факт. Разделил лог-интеграл на x, чтобы увидеть только компоненту про логарифмы x. Ну или вот так это можно все увидеть и убедиться, что действительно мы здесь имеем в числителе n факториал. И то, что здесь нарисовано, это какое-то безумие. Такого ряда не может быть сходящегося. Ладно. У нас там вот выше какие были коэффициенты? Давайте посмотрим на них внимательно. 1, 1, 1,6, а там было 2. Здесь у нас 14, а там было 6. Тут у нас 27, а там 24. Вот. Ну, я вам говорю, что надо брать вот эти коэффициенты, чтобы получить хорошее приближение prime p функции. Давайте попытаемся подытожить, что мы имеем. Первое. Амплитуда шума равняется корень из x разделить на логарифм x. И первое приближение это x разделить на логарифм x минус a. Второе приближение, давайте я его выпишу, чтобы оно было перед глазами. Это вот это приближение, в котором главная компонента x на логарифм x умножить на 1. И есть вот эти дополнительные компоненты. А на это можно не обращать внимания, это компонента сильно меньше, чем вот эта величина. Потому что здесь корень из x стоит, а здесь x. И следующее приближение это лог-интеграл. Первое это синяя, видите, она идет мимо. Второе это мое приближение, желтое. И третье это лог-интеграл приближение, зеленое. Видно, что желтое самое лучшее из этих трех вот на этом диапазоне иксов. Но на самом деле это вот приближение можно сильно улучшить. И давайте я прямо сейчас это здесь сделаю. Можно сюда добавить лог-интеграл от корня из x с коэффициентом 1/2. Давайте посмотрим, насколько улучшится зеленый график. Вот. И здесь можно добавить 1/3 от лог-интеграла корня третьей степени от x и получить еще более хороший зеленый график. Более точную формулу через лог-интеграл получил Риман. Вот как она выглядит. Надо взять суммы лог-интегралов единица на и корень и-той степени от x. Эти штуки надо брать с разными коэффициентами. Значит, вот это главная, первая компонента для и равно 1. Дальше идет вот эта компонента, которую я выше уже выписал. Потом идет 1/3, тоже со знаком минус. Потом идет 1/5. Мы идем как бы по простым числам, тоже со знаком минус. Дальше я пропускаю. Дальше идет 1/7, тоже со знаком минус. В общем, все простые числа тут идут со знаком минус. А произведение двух простых чисел идут со знаком плюс. Вот, например, 1/14 идет со знаком плюс. Числа, в которых есть простое число в квадрате, в разложении которого есть квадрат какого-то простого числа, они здесь отсутствуют. Для них функция μ равна нулю. Функция Мёбиуса μ равна 1, минус 1 или 0. Она равняется нулю для чисел не свободных от квадрата, внутри которых есть простое число в квадрате. И равно 1 или минус 1 в зависимости от того, сколько простых чисел нужно перемножить, чтобы получить и. Итак, это первая компонента Rxn. Лог-интеграл и
и какие-то вот такие вот штучки, тоже log integral, только от корней x и с коэффициентами. Самая главная компонента в Rxn это вот это. Эта компонента не так важна. Все остальные компоненты важны только для небольших значений x. То есть все остальное нужно для того, чтобы лучше сходиться для маленьких x. Для асимптотики важна только вот эта компонента. Эта добавка, она еще более мельче, чем вот все эти добавки. Она по порядку величины равна единице на логарифм в квадрате без множителя x сверху. Вот здесь вот можно увидеть на лог плоти, что убывание примерно квадратичное. Единица на логарифм x в квадрате. В итоге, давайте я определю эту функцию от Римана и нарисую 4 графика шума. Π минус первое самое простое приближение, π минус мое приближение, где есть степени n разделить на логарифм x в степени k, лог интегральное приближение, и вот это самое точное приближение от Римана. Первое приближение, синее, идет мимо. Желтое и зеленое. Желтое приближение, вот оно не видно здесь, оно скрыто за красным. Скрыто за спиной красного. Вот это приближение, это зеленое приближение, log integral. Да, тут надо к нему добавлять либо одну вторую, ну, либо все-таки, как я говорил выше, добавить сюда одну вторую log integral от корня из x. Вот, сейчас мы увидим, как зеленое приближение получшеет. Вот. То есть все три приближения одинаково хороши. И где-то там после 10 в 9 практически неразличимы. Для таких человеческих нужд вполне себе можно использовать данное приближение. Оно хорошо после x100 и до x примерно 10 в 11. Давайте я вот здесь нарисовал мое приближение минус супер хорошее приближение от Римана. И видно, что у меня плохие дела до сотни и после 10 в 11. Но до сотни можно просто запомнить табличную функцию p от x. А после 10 в 11 уже, возможно, и не интересно никому. Для таких больших значений x вряд ли кому-то понадобится ответ. Takeaways. Первое. Prime counting function p растет примерно как x разделить на логарифм x. И этот предел равен единице. Мы довольно-таки быстро добрались до очень важной интересной штуки, до шума, который проявляется, если из функции π вычесть все какие-то аналитические компоненты, которые мы там в ней находим. Мы понимаем, что этот шум растет примерно как x разделить на логарифм x. И вот как он выглядит. Если взять ось x логарифмическую, то он как будто бы не меняет своего поведения. И более-менее одинаково шумит. И, конечно же, физики могут на него наброситься и изучить, как они это делают. С помощью спектрального анализа, с помощью каких-то автокорреляционных функций этого шума. И узнать много-много интересных фактов про простые числа. Экспериментально обнаружить. Не доказать, конечно же. Дальше. Следующий важный takeaway. Когда у вас есть какое-то предположение об аналитической форме функции, то вы можете использовать n-minimize
чтобы найти, подобрать коэффициенты вашей формулы. Следующее. Хорошим приближением функции π является функция log-integral. Ну, в простейшем виде можно записать такое равенство, но более точно это равенство выглядит таким образом. r от x, которая примерно равняется li(x), и сложная компонента, которая очень-очень маленькая и важна только для маленьких x. Вот, эта компонента выписана здесь. Дальше. Самое главное. Оказывается, верно следующее утверждение. То, что вот этот вот шум ограничен корень из x на логарифм x, эквивалентно гипотезе Римана. Напоминаю, гипотеза Римана – это гипотеза, что все нетривиальные нули зета-функции лежат на вертикальной прямой на комплексной плоскости с вещественной частью 1/2. Функция zeta – это функция, которая для z больше единицы определяется как бесконечная сумма, а в остальных точках это аналитическое продолжение этой функции. Мы с вами видим, что noise на самом деле бегает в промежутке от минус 0,5 до 5. Но вполне возможно, что иногда он может отдельные точки выпрыгивать куда-то сильно вверх. И вот предполагается, что отдельные точки в этом шуме убегают от оси x вверх и вниз не более чем на какую-то константу на логарифм x в квадрате. Хотя, когда на него смотришь, возникает ощущение, что он просто находится в какой-то полоске, и что убегание не увеличивается с ростом x. Возможно, так оно и есть. Это, конечно, интересно, если верно более сильное утверждение о том, что есть полоска, которой сверху можно накрыть целиком этот шум. На сегодня все. Всем удачи. Пока.